Всем привет! Вы на канале Velvet Rabbit, и сегодня я предлагаю связать вместе со мной вот такого маленького зайчика. Сейчас я вам скажу, каких размеров он получился. Так, если измерять от ушка до лапки, получается 19 сантиметров. Ну а так, если от головы до туловища 13. Вот такой он малыш, помещается в ладошку. И этого малыша я вязала крючком номер 3. Так, для вязания нам понадобится пряжа плюшевая. Я использую Himalaya Velvet. В этот раз я буду использовать оттенок 953. Такой вот нежный персиковый цвет. Как я уже и сказала ранее, этого зайчика я связала крючком номер 3. Но в этом мастер-классе я хочу связать зайчика крючком 3,5 и посмотреть, насколько они будут отличаться в размерах. Я уже связала парные детальки, лапки и ушко одно, и уже сейчас вижу, что разница, конечно же, будет. Вот посмотрите даже на примере ручки. Ну, дождемся конечный результат и приложим двух зайчат друг к другу, и уже точно будем знать, насколько он увеличится в размерах. Схему я буду использовать ту же самую. Ну что, приступаем. Начнем мы вязать зайчика с ручки. Набираем в кольцо амигуруми 7 столбиков без накида. Игрушки я вяжу способом крестик. Кто не знает, как вязать крестики, вы можете посмотреть видео на канале, ссылку я оставлю. Вот смотрите, я провязала сейчас 4 столбика без накида в кольцо, стянула, и оставшиеся 3 уже провяжу в затянутое колечко. До конца я его не затягивала. Вот нить вытягиваю и уже стягиваю до конца. Сильно за нитку не тяну, потому что она может оборваться. Так, все, я набрала 7 столбиков без накида. И теперь нам нужно провязать 6 рядов без изменений, 7 столбиков без накида по кругу. Я провязала первый ряд, и дальше мы с вами встретимся, когда провяжем уже 6 рядов. Девочки, хочу обратить ваше внимание, что я каждый ряд считаю, особенно в таких маленьких деталях, когда я прям просчитываю количество петель от начала до маркера, чтобы нигде не пропустить петельку. Все, до встречи через 6 рядов. Я провязала 6 рядов, лапку мы не набиваем. И теперь нам нужно соединить 2 половинки столбиками без накидов. Мы сейчас провяжем за стенки передней и задней части лапки 3 столбика без накида. Сделаем воздушную петлю и отрезаем ниточку. Небольшой хвостик оставлю, чтобы потом удобнее было спрятать и подтянуть лапку при необходимости. Вот такая лапка получилась. Так, сейчас сравним. Вот они, 2 лапочки уже у нас есть. Лапки готовы. Теперь мы свяжем ножку. Провязываем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Сначала я провяжу 3 столбика, немножко стяну колечко,
и провяжу оставшиеся 3. Плюшевая пряжа часто плохо стягивается. И многие из-за этого не любят вязать именно кольцо амигуруми, потому что не могут стянуть колечко, пряжа рвется. Я вот нашла для себя такой способ и с вами делюсь. Вот я провязала еще 3 столбика и стягиваю колечко. Сильно не тяну, потому что нитка может оторваться. Теперь нам нужно провязать 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы провязываем по 2 столбика без накида. Выполнили 6 прибавок, теперь у нас 12 петелек. Дальше мы провязываем 3 ряда по кругу 12 петель. Я считаю петли в каждом ряду и вам рекомендую, особенно если вы новичок, обязательно считайте петли от начала и до конца маркера, чтобы детальки у вас не перекосились. Если вдруг вы где-то петлю пропустите, вы можете распустить и перевязать. Первую я уже провязала, повесила маркер и дальше провязываю до конца. Провязали 3 ряда и теперь мы будем делать убавки. Провязываем 1 столбик без накида и делаем убавку. Убавки я делаю, подхватывая 2 петли. Вот у меня 3 на крючке петельки получается, и через 3 протягиваю ниточку. Вот такая невидимая убавка получается. Дальше провязываем столбик без накида и также делаем убавку. У нас должно получиться 4 убавки. Вот последняя. Столбик без накида, убавка. Так, теперь нужно набить лапку. Маркер пока сниму. Набиваем только нижнюю часть. Ну, так пока достаточно, и потом можно будет еще добавить. И дальше мы вяжем 4 ряда по 8 столбиков без накида по кругу. Довязали. И теперь нужно проверить обе лапки, одинаково ли они набиты. Ну да, у меня в принципе одинаково все. Я добавила холофайбера. Все, довязали. И теперь нам нужно соединить полотно, провязывая за обе стеночки, за переднюю и заднюю, столбики без накида.
Провязываем 4 столбика без накида. Одну петельку воздушную сделаю и отрезаю нить, оставляя небольшой хвостик. Все, вторая лапка готова. Вот такие лапочки маленькие получаются. Так, лапки довязали, и теперь нам осталось связать ушко. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Аккуратно стягиваем и провязываем прибавки, 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Довязали до конца, и теперь нам нужно провязать 6 рядов по 12 столбиков без накида по кругу. Провязали 6 рядов, и теперь нам нужно соединить полотно пополам. Все провязываем так же, как мы провязывали лапки за обе стеночки, за переднюю и заднюю. Соединяем петли, провязываем 6 столбиков без накида. Отрезая нитку. Вот такие ушки получились. Так, все парные детальки мы провязали. И теперь приступаем к вязанию тела. Для тела я буду использовать нитку в качестве маркера. Набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Устанавливаем маркер и провязываем 6 прибавок. Каждую петлю по 2 столбика без накида. Дальше провязываем прибавки. Столбик без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. В следующем ряду провязываем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. Дальше мы будем привязывать ножки. Провязываем 4 столбика без накида. Берем ножку и провязываем, подхватывая петлю ножки и петлю
туловище вместе. 4 столбика без накида провязываем, подхватывая петли лапки и туловища. 3 и вот 4. 4. Дальше провязываем 8 столбиков без накида. Берем вторую лапку и также соединяем вместе туловище и ножку. Подхватываем петлю лапки и туловище, провязываем вместе. 4 столбика без накида. И провязываем до маркера оставшиеся 4 столбика без накида. Вот такие лапочки у нас присоединились. Нитки мы потом уберем в конце вязания. И дальше провязываем по кругу 24 столбика без накида, 3 ряда. Провязываем 2 столбика без накида и делаем убавку. Повторяем 6 раз. Провязали ряд с убавками. И дальше мы будем вязать без изменений 18 столбиков без накида, 2 ряда. Довязали. И в следующем ряду мы будем делать убавки через каждые 4 столбика без накидов. Далее провязываем 3 столбика без накида, убавка. Повторяем 3 раза. Вытягиваем ниточку и будем набивать. В следующем ряду мы будем привязывать ручки. Сначала я прикладываю лапку к телу. И примерно смотрю, где я хочу, чтобы ручка располагалась. Маркер у нас проходит сзади. И, соответственно, вот это перед игрушки. Прикладываю и смотрю. Вот примерно так. Здесь у нас 3 петли. Раз, два, три. Сколько у нас остается? Раз, два, три, 4. Давайте попробуем провязать 4 петли. И посмотрим, что получится. Провязываем 4 столбика без накида. Еще раз прикладываю
подхватывая петлю лапки и петлю тела. Провязываю столбик без накида. Следующую петля лапки, петля тела. Лапка, тело. Провязали. Дальше берем вторую лапку, прикладываем ее. Смотрим, чтобы они находились друг от друга на одинаковом расстоянии. Ну вот так. Захватываю и смотрю, что у меня получается. Мне нужно связать до этого места 1, 2, 3, 4 столбика. Нет, 3 получается. Да, 1, 2, 3 столбика без накида. Дальше мы соединяем лапку и тело, провязываем 1, 2 столбика до маркера и 1 после маркера. Провязываем 3 столбика без накида. Берем лапку и соединяем. Раз, два. И третью петлю мы провязываем за маркером. Устанавливаем маркер в этом месте и провязываем 12 столбиков без накида по кругу. Вот мы довязали тело, и со следующего ряда я буду вывязывать голову вместе с телом. У этого зайчика я вязала голову отдельно, но в этом мастер-классе хочу попробовать сделать цельновязанного зайчика, чтобы были пришивные только ушки. Голова вяжется очень просто, это обычные шар амигуруми, то есть вы сначала можете набрать 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми и дальше вязать, в принципе, по этой же схеме, какой я сейчас буду вывязывать вместе с туловищем голову, если вы желаете сделать ее пришивной. С этого момента я начинаю вязать голову и будем вязать ряд с прибавками. Провязываем 1 столбик без накида и делаем прибавку. Повторяем так 6 раз. Следующий ряд с прибавками провязываем 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. Следующий ряд с прибавками провязываем 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем также 6 раз. Дальше нам нужно провязать
5 рядов, 30 столбиков без накида. Если вы будете использовать глазки на безопасном креплении, значит встретимся с вами через 2 ряда. Девочки, я провязала 3 ряда вместо 2. И теперь буду устанавливать глазки. Я провязала 3 ряда, вот их видно. Вот ряд с прибавками последний, вот 3 рядочка. И мы будем крепить глазки между вот этими 2 рядами. Выбираем местоположение, ну, примерно вот так я сейчас сделаю и посмотрю, как симметрично. Здесь, собственно, больше ориентироваться на ваши ощущения, где вот глазик должен находиться. Тут ориентиром могут быть ручки, ну, чтобы где-то примерно вот они находились в месте, где у нас соединяются лапки с телом. Вот примерно так, и расстояние между 1, 2, 3, 4 петли получилось. Вот, наверное, так. Вот в этом месте я их закреплю. И дальше мы будем делать утяжку. Мордочка немножко стянется, ну да, вот так будет симпатично. Беру крепление и защелкиваю с обратной стороны. И потом буду закреплять еще зажигалкой. Потому что вот эти крепления, они очень слабенькие. Они трескаются, ломаются. Вот так. Я на 2 деления крепления опускаю, чтобы глаз сильно не утопал в пряжу. Так вот получилось. И теперь я беру зажигалку. Аккуратно поджигаю. И прижимаю. Вот так расплющили, чтобы точно глазик у нас никуда не вывалился. И второй то же самое. Надеюсь, меня YouTube не забанит за такие манипуляции. Все, глазки закрепили. И дальше продолжаем вязать по кругу оставшиеся ряды. 3 я провязала, осталось мне еще 2 ряда связать. Провязываю и встречаемся. Будем делать убавки. Я довязала голову и уже спрятала ниточки на ручках, просто спрятала их в тело и вывела одну нитку сзади от одной лапки, и сейчас вторую тоже выведу с обратной стороны, и из этих 2 ниточек мы сделаем хвостик. Вот сюда выведу нитку, притягиваю лапочку, и вот из этих 2 ниточек сейчас свяжем хвостик. Подхватываю нитку, сделаю несколько воздушных петелек
просто спрячу эти ниточки в тело. Очень удобно прятать нитки зубочисткой. Кончик я отламываю, чтобы он был не острый, а немножко такой тупой, и прячу нитку внутрь. Вот. Хвостик такой получился у нас маленький, красивый. Нитки все я заправила, немножко набила тело. И со следующего ряда у нас начинаются убавки. Провязываем 3 столбика без накида и делаем убавку. Так повторяем 6 раз. В следующем ряду провязываем 2 столбика без накида, убавка. Также повторяем 6 раз. Так, закончили. И предлагаю немножко набить голову. Хорошенько нужно набить область шеи. Продолжаем делать убавки. Провязываем 1 столбик без накида и делаем убавку. Повторяем 6 раз. Последние ряды старайтесь хорошенько стягивать, чтобы не было пробелов. Следующий ряд с убавками. Провязываем 6 убавок. Закончили делать убавки. Отрезаем нить. Оставляем хвостик для стягивания. И еще немножко добавим холофайбера. Так, нитку можно убрать. Я добавила достаточное количество холофайбера и осталось стянуть дырочку. За передние стенки петель я продеваю нитку. По кругу. Вот так аккуратно и незаметно стягивается дырочка. Прячем нить в голову. Такой головастик уже получился у нас. Осталось пришить ушки, сделать утяжку и вышить бровки и носик. Берем ушко, соединяем вот таким образом, чтобы оно стянулось. Можно сделать еще один стежок.
пришиваем. Второе ушко пришиваем рядом и встречаемся на утяжке мордочки. Я пришила ушки, в этот раз рядом друг с другом. Вот такой ушастик получился. У этого чуть в сторонке ушки пришито. Но здесь уже полет фантазии. Прикладывайте, смотрите, как вам нравится. Каждая игрушка, она индивидуальная, получается неповторимая. Так, ну что, нам осталось только сделать утяжку мордочки и вышить бровки, носик, ротик. Все, осталось совсем чуть-чуть. Я уже вдела нить в иголку, уже подготовила. Иголку мы будем вводить вот в это место. Примерно вводим иглу и выводим около глазика. Вот здесь. Оставляем хвостик длинный. Мы потом будем его прятать. Далее иголку вводим сверху над глазиком и выводим у следующего глаза. То же самое делаем с этой стороны. Вводим иголку рядом с глазиком и выводим рядом с ниткой, в том месте, где мы вводили иглу первый раз. Пытаемся стянуть, смотрим, что получается. Вот так глазки утопают. И теперь регулируйте натяжение нити. Смотрите, как вы хотите, чтобы глазки очень сильно, глубоко утопали или послабже. От этого будет зависеть выражение мордочки игрушки. Завязываем узелок. Еще раз. Нужно сделать несколько узелков и прячем нить внутрь головы. Один хвостик. Обрезаем. И точно так же прячем второй хвостик. Берем нитку для вышивки бровей. Вводим иглу в то же место, где мы делали узелок. И выводим
в том месте, где мы будем вышивать бровку. Оставляем хвостик. Находим положение, куда мы будем фиксировать эту бровь. Вот мне хочется вот в этом месте сделать. И выводим уже в том месте, где будет вторая бровка. Ну, примерно вот так. Можно всегда переделать. Попробую. Вроде бы все симметрично. Ввожу иголочку и буду выводить в том месте, где будет носик. То есть вот сюда нужно мне вывести. Вот в это место. Вот, попала. Аккуратно. Сделаю несколько стежков. Осталось сделать последний штрих. И наш зайчик готов. Маленькую ниточку оставила. Ну ничего, я справлюсь с этой непростой задачей. Вот так. Делаю узелок. И прячу нитки. Ну что, зайчик готов. Вот такой он получился. Давайте сравним по размеру. Немножко больше. Вот такие два очаровательных малыша. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой зайчик вам больше понравился, какого вы будете вязать, меньшего размера или большего. Мне нравятся оба. Сейчас мы его померяем, сколько сантиметров получился. От лапки до ушка 25 сантиметров.
если от тела до головы 15. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно свяжите этого малыша и поделитесь своими работами. Вы можете отправить свои работы по электронной почте. Адрес вы можете найти в информации о канале. Я буду ждать ваши работы. До встречи на новых мастер-классах.